И всем привет, народ! Сегодня будем разговаривать о Telegram-боте Бомбе. Наконец-то у нас выходят какие-то новости. Наконец у нас вышла Копибомба, новый бот от разработчиков Бомбе, получается, от компании Katizen. И теперь давайте обсуждать вообще, что произошло, что мы видим на своих экранах, да, и когда будет листинг, когда будет дроп. Уже устал снимать про это ролики, но все же сейчас уже хотя бы произошел снапшот, снимок экрана нашего, и мы можем теперь хотя бы ожидать какого-то дропа, наконец-то. Но 20 мая мы ожидали, конечно же, листинг и сам дроп, но у нас 20 мая произошел всего лишь навсего снапшот. Вот, снимок экрана, получается, они здесь нам об этом вот и показывают, но смотрите, суть какова. На этой картиночке у нас есть вот такая вот циферка. Это у нас 999 миллионов 999 тысяч 999. И здесь у нас 99%. Что это может быть? Все говорят, что в основных там каналах, там всех про Бомбе, в чатах, модераторы, администраторы, да все кто угодно, все, кто связан с телеграм-ботом Бомбе, блогеры, все твердят об эмиссии токенов в 10 миллиардов. 10 миллиардов будет у нас эмиссия токена, но вот этот вот рисунок наталкивает на совсем другие мысли. Пускай это будет конспирология, да, возможно, я заблуждаюсь, но все же, не просто так здесь что-то нарисовано. Но все же значочек у нас Z есть, point в бомбе есть, получается циферка есть. Ну и будем думать, конспирология это или нет. Итого теперь у нас есть две информации. Первая из всех чатов, там, где все трубят о том, что эмиссия у нас будет токена 10 миллиардов. Это уже точная информация. И есть вот такой вот официальный пост, на котором есть просто картиночка с циферкой в 1 миллиард. Ждем каких-то новостей, возможно, на то время, когда выйдет ролик вот этот уже, потому что я снимаю все равно его заранее, вот, возможно, уже будет какая-то информация по поводу эмиссии токена. То есть я уже сниму ролик, тут буду про конспирологию рассказывать, а уже будут все знать, сколько токенов мы получим на эмиссии, на общей раздаче. Итак, здесь они нам сообщают в этом посте, что у нас есть 2 дня. Я выкладывал пост, люди немножечко заблуждались, там не поняли ничего. У нас есть 2 дня, здесь есть вот такая фраза, да, что нам нужно совершить за 48 часов именно клейм. Не клейм наших токенов, ни в коем случае не клейм токенов на кошелек, не клейм токенов, да, там на бирже или куда-то еще. Речь идет о клейме наших наград. Все награды, которые мы с вами получаем на почтовый ящик, это еженедельный бонус с арены, ежедневный бонус с арены. Вдруг вы не получали там какие-то бонусы за технические работы, возможно, вы долго не собирали все эти письма из почтового ящичка, да, вот, у вас есть 48 часов на момент, как я снимаю ролик, но я снимаю ролик заранее, как бы, да, и на то время, наверное, когда он выйдет, у вас где-то останется, сутки. Плюс-минус, где-то так. То есть у вас останется сутки, чтобы все это забрать. Забрать, опять же, все доходы с рефералов, где вам падали какие-то процентики, монеточки, там, золотые монеточки. То есть, в основном сейчас это все касается именно Бомбе. То есть мы сейчас все равно за арену будем получать там всякие ваучеры, золотые монетки. Вот, речь идет именно о поинтах. Нужно за двое суток успеть все заклеймить, все, что касается именно поинтов Бомбе. Соответственно, закрадывается мысль, что у нас информация эта вышла вот во вторник, получается, точнее 20 мая, да, во вторник. И 22 мая они закроют полностью все вот этот клейм, сожгут все несобранные поинты, и получается уже будет какая-то цифра. Определенная цифра, от которой, наверное, скорее всего и будет рассчитываться эмиссия. То есть это у нас ориентировочно четверг. То есть в четверг будет, скорее всего, информация по эмиссии токена, сколько всего мы с вами там насобирали, чтобы они это все скомпоновали и нам что-то уже пытались раздавать. То есть раньше четверга, мне кажется, ТГЕ можно не ждать. Но есть опять же у нас второй пост, который тоже вышел следом за ним. И здесь вот много чего описано. Смотрите, во-первых, картиночка, давайте вот так ее стрельну. У нас здесь появился roadmap по Бомбе, TGE roadmap. Что мы здесь с вами видим? Во-первых, это снапшот токен, то есть сделать снимок экрана, сделали они точнее, со всеми нашими этими плюшечками, которые мы с вами получаем, которые мы с вами сейчас должны были заклеймить за 48 часов. Вот, снимок экрана сделан, балансы наши у них уже есть. Далее, второй этап должен выйти, получается у нас Копибомб, должен выйти Копибомб, он вышел. То есть предыдущий мой ролик,
И если надо, переходите, смотрите про Копибомб. Он все-таки вышел у нас также во вторник, также 20 мая. То есть все, игра стартовала. Точная копия бомбы. Теперь можно уже конкретно играть во второй сезон Бомби. Все абсолютно то же самое. Если интересно, переходите, смотрите тот роличек. Ничего не изменилось по сути. Это второй Бомби. Вот. Дальше Stake and Earn. Что такое Stake and Earn получается? Для того, чтобы мы получили с вами дроп, нам дают выбор. Либо мы можем застейкать это все в Копибомб новый, да, и зарабатывать там уже новые вот эти монеточки. Видите, фиолетовенькие они, копибомбочки, получается. Зарабатывать копибомбочки. Есть еще какие-то зеленые, но это, скорее всего, с Kaya связано с блокчейном Kaya, да, и с мессенджером Line. И вот они, бомби наши, и вот эти золотые внутриигровые монеточки BTD, они правильно, по-моему, как это называется, что-то такое вот. Получается, потом, после этого, как вышел у нас Копибомб, вот и должен быть, по сути, что такое наподобие дропа, да, и где мы с вами будем выбирать, куда мы заклеймим наш с вами дроп. Либо мы его заклеймим на кошельки, либо мы его выведем сразу, заклеймим на бирже, да, либо мы с вами его заклеймим сразу в Копибомб и будем там стейкать. Я, наверное, делать этого не буду, потому что у меня будет другая схема именно на листинге Бомби. Мы с вами об этом поговорим. Скорее всего, буду снимать прямую трансляцию именно листинга Бомби. Так что подписывайтесь на канал, залетайте. Там все расскажу, как я буду пытаться все сделать. Мою, по крайней мере, стратегию. Вот, крайне вам не советую заходить в подобные проекты, чтобы так не ждать листинг, потом не придумывать себе стратегии какие-то на листингах, да, и вообще заработаете вы или нет. Бомби у нас шло, если я не ошибаюсь, поправьте в комментариях, там 8-9 месяцев, да, мы уже вот тут ждем окончания всего этого. Много очень времени на это все тратится, много донатов сюда внесено, и все в раздумьях получат они свое, хотя бы свое отобьют, нет, заработают, не заработают, так что крайне не советую, не играйте в подобные телеграм-боты, не вносите донаты, семье своей посвятите всю эту жизнь, все это время, потому что ближе вашей семьи у вас никого нет, ближе ваших детей, мам, бабушек, пап, дедушек, да, там, братьев, сестер, близких всех, друзьям, с друзьями проведите время, потратьте их на вот окружение, на живых людей, не вот на эту виртуальную ерунду. Вот. И продолжаем, да, далее, после вот такой вот ноты сентиментальности. Дальше у нас вот и есть депозиты to CEX. Точнее, даже, видите, ошибся. То есть у нас не будет выбора. Мы можем либо застейкать их, получается, в Копибомб, либо ждать, когда у нас появятся депозиты на CEX. CEX уже радуют, что здесь хотя бы название CEX, значит, это не DEX биржа будет. Бомби большая крупная организация, Котизен большая крупная организация. Они бы не упали так низко до DEX бирж. Да, будут CEX. Какие CEX? Пока на данный момент, вот как снимаю ролик, нет никакой информации. Я надеюсь, хотя бы на Bybit, не говоря уже о Binance, на Binance, скорее всего, они не смогут выйти, потому что Binance в последнее время очень негативно относится ко всем этим таполочным ботам, токенам точнее, к таполочным токенам, и, скорее всего, Binance, не будет. Больше 50%, что не будет Binance, но Bybit, хотя бы надеюсь на Bybit. Если будет Bybit, то мы уже можем задумываться о капитализации токена 50-100 миллионов плюсом. Вот, то есть ниже 50 миллионов на Bybit точно капитализации именно такого проекта, как Бомби, не будет. Вот, и дальше ТГЕ и трейдинг. То есть мы делаем депозиты на цексы, на бирже точнее, мы делаем депозиты либо на кошельки свои, куда-то все это заклеймливаем и ждем, когда будет ТГЕ и будет у нас трейд, торговля получается. Листинг, и мы начнем торговать своими токенами. Сколько это будет, все эти этапы по времени, мы, получается, сейчас находимся всего лишь навсего на вот в этом втором этапе. А сколько это продлится по времени, неизвестно, но, по крайней мере, будем надеяться, что у нас через 2 дня, вот как я снимаю ролик, закончатся все-таки вот эти вот клеймы наши, и мы вот дойдем до вот этой третьей фазы. И, скорее всего, возможно, депозиты может быть пятница-понедельник, где-то так. И на следующей неделе вот у нас будет уже трейдинг. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Нет у меня никакой инсайдерской информации. Это все мои мысли из головы. И последнее, напоследок, давайте быстренько почитаем, что они нам здесь такого мегамодного написали, что кто кому непонятно. Попытаюсь немножечко объяснить простыми словами. 20 мая это не просто очередной день, это начало нового этапа для Бомби, который запустил Бомби на Луну. Бомб на Луну.
Пока никуда никого никто не запустил, ни на какую Луну, вот, никакой бомб. А мы здесь, чтобы показать вам, что будет дальше. Шаг за шагом. Вот, бомби снапшот, то есть снимок экрана был сделан всех подходящих пользователей. Зафиксируйте ваш airdrop бомби. Что значит снимок всех подходящих пользователей? Скорее всего, это означает то, что, делая снапшоты, они отсеяли, скорее всего, неактивные аккаунты, у которых там 1, 2, 3, 4, 5 там уровней, кто не играет, да, то есть их токены сожгут сразу, поинты точнее. Вот, возможно, какие-то тоже игроки дошли там до 80-го, бросили, возможно, как-то они через снапшот увидят там какие-то фермы, не знаю, не фермы, ну, скорее всего, вряд ли это все. Вот, неактивных пользователей они уберут. Вот, дальше. Второй у нас этап — это запуск CopyBomb. CopyBomb Go. Большой рассказ для бомби. История начинается здесь. Вот, предыдущий ролик, если хотите, смотрите. Не будем на этом заострять сильно много внимания. Далее, что у нас? Получите свой airdrop и сделайте ставку на CopyBomb. С первого дня CopyBomb токен не просто будет существовать, он будет доступен для использования и интеграции в игровых процессов Web3. О чем это у нас говорит? По сути, ну, как я это понимаю, посыл этого именно текста о том, что именно токен вот этот CopyBomb, который там будет внутри игры, им можно будет, скорее всего, уже оплачивать внутри где-то вот экосистемы Катизен, геймцентра, да. Ну, по крайней мере, мне так кажется, ну, вот, судя из этого текста. И четвертое у нас: внесите депозит на цексы и присоединяйтесь к эксклюзивным крупным компаниям с призами более 2 миллионов долларов. 2 миллиона долларов. А что это такое? Это пулы. Будут, скорее всего, пулы, куда мы с вами можем внести наши токены бомби, которые мы с вами получим на цексе, на бирже, чтобы не сразу по стакану все это бить, да, сделаны пулы, куда мы вносим, они там замораживаются там, на 7, 14, там, 21 день, 25 дней, ну, какая-то дата определенная, ну, количество дней будут, нам блокируют наши токены, и мы, соответственно, за это время их не можем продать, следовательно, не давим по стакану, но за это мы получаем вознаграждение 2 миллиона долларов, но это на общее выделено, то есть на все биржи, скорее всего, но большие такие суммы, можно подумать, что большая такая сумма, значит, скорее всего, какие-то крупные биржи, но нет, возможно, бирж будет там 10 штук, и на каждой выделено по 200 тысяч долларов, то есть не факт, вот, но все же крупная сумма, возможно, 50% из них улетит на какую-то крупную секс-биржу Тир-1, такую как Bybit, допустим, может быть OKX, что-то такое, вот. Пятое. У нас Bombi TGE, официальное размещение на нескольких ведущих биржах CEX. Ведущие биржи CEX у нас какие? Ведущие биржи CEX — это Тир-1 у нас, это Binance, это у нас Bybit, это у нас OKX, да, вот что-то вот такое они нам, по крайней мере, обещают. Ну, надеюсь, хотя бы Bybit. Вот меня устроит Bybit, потому что я именно на Bybit бирже торгую, мне туда удобнее всего, у меня там верифицированный аккаунт, все хорошо у меня там. Вот. Наши обязательства никогда не менялись. 70% они отдают нам общего пула, ну, точнее, не общего пула, общей эмиссии токена, остальное они там распределят себе немножечко там туда-сюда, чтобы тоже заработать. И шаг за шагом от снимка до стейкинга, от получения ТГЕ и разворачивания точно по плану. Сегодня настал момент iPhone для бомби. Вот. Какой-то почему-то iPhone, телефон, момент бомби, что-то такое. Today сегодня. Вот такие вот новости получается. Ожидаем. Мне кажется, теоретически, много мне задают вопросов под старыми даже роликами, потому что, ну, не очень часто получается снимать. У меня тоже есть дела, семья, я стараюсь тоже уделять время, плюс у меня есть работа, вот, так что не часто получается снимать, и мне под старыми роликами пишут, что я думаю по поводу этого. Вкратце подведу итог под этим роликом. Следующий ролик, скорее всего, это будет уже прямая трансляция. Какие-то новости, подписывайтесь на телеграм-канал, там все это выкидываю, там будем обсуждать в комментариях. Вот, а следующий, скорее всего, ролик, это уже будет прямая трансляция с листинга бомби. Вот, подведу итог, что я думаю. Бомби раздаст 100%. Раз. Какая будет капитализация, большая или маленькая? Мне кажется, капитализация будет довольно-таки неплохая. Рынок у нас сейчас в хорошей фазе. Биткоин растет, альты немножечко пытаются за биткоином подтягиваться. Вот, рынок неплохой. Какая будет капитализация именно? Пока нету бирж, я не могу точно сказать. Вот, сколько будет эмиссия, я тоже сказал. Вот, есть две информации. Либо это будет 10 миллиардов, либо это будет 1 миллиард, по картиночке судя. Раздадут ли хорошо? Мне кажется, это мое личное мнение по опыту из Катизена, да, что
Те, кто играл бесплатно, у кого нет донатов, даже пускай там это у вас там 2, 3, 4, 5 миллионов, ну, скорее всего, получите очень-очень мало. Очень-очень мало, как бы прискорбно это ни звучало, так что ну, не тратьте вы время на эти все телеграм-боты, тапалки, потому что ну вот так вот оно получается. Компания Катизен из самого Катизена дала понять, что для них важна только платежеспособная аудитория. Все, кто играет бесплатно, им не интересны. Так что, скорее всего, не раздадут тем, кто играл бесплатно. Кто платил, ну, я надеюсь, по крайней мере, мое мнение, что ну хотя бы X2 я с этого получу. Было бы замечательно. X2 было бы для меня хорошо. Вот. Будет больше, будет восхитительно. Вот такие примерно мысли, вот такие примерно у меня понимание всего этого проекта. На данный момент ждем какой-то определенной информации. Подписывайтесь на телеграм-канал, там будем все это обсуждать, потому что не всегда могу снимать. Пишите в комментариях своих, что вообще зафиксировалось у вас теперь по итогу, потому что у нас все равно были арены, не арены. Сейчас конечный итог. У меня 218 миллионов поинтов в бомбе. Пишите, сколько у вас. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.